Добрый день, дорогие друзья! Это «Разговоры о важном» с Тамарой Дельман. Это попытка правдивого разговора на те темы, которые обрушиваются на российских школьников с утра в понедельник, каждую неделю. Это попытка борьбы с пропагандой. И спасибо всем, кто меня в этой борьбе поддерживает. Ваш лайк, ваш репост – это уже большая помощь, потому что в результате больше людей увидят этот ролик. Тема разговоров о важном на грядущей неделе. Хотела бы я посмотреть на того, кто придумывает название этих тем. Тема такая: труд крут. Я бы назвала труд крут, но не в России. Или так, труд крут, когда он свободен. Что предлагают обсуждать? История праздника труда. Я когда это прочитала, то так немножко опешила. Что это за праздник труда? Откуда он взялся? Потом до меня дошло, что это 1 мая. И я поняла, почему я растерялась. В моем детстве этот праздник назывался День международной солидарности трудящихся. И он, конечно, очень меня раздражал. Все эти красные флаги, демонстрации. А теперь я думаю, что вообще-то солидарность трудящихся, что международная, что внутри страны, это дело очень хорошее. Но сейчас об этом еще поговорим. Что нам предлагается здесь? Труд – это право или обязанность человека. Работа мечты – жизненно важные навыки. Проводится вступительная беседа об истории праздника труда, участие в дискуссии «Труд – это право или обязанность человека», мозговой штурм обсуждения критериев работы мечты, блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными трудовыми навыками?». Мне кажется, что про трудовые навыки лучше не говорить, лучше их развивать в процессе общения с детьми, в процессе работы, в классе, домашних заданий. То есть учить ребят работать – это то, чем учителя вообще должны заниматься каждый день. Я бы не стала просто на это тратить время. Что касается праздника труда, 1 мая – это очень древний праздник, который отмечался со средних веков как минимум, когда после Вальпургиевой ночи в начале мая устраивались празднества. Это были такие собрания ремесленников, это были игры, майское дерево наряжали, майскую королеву выбирали. Тут много разных таких народных фольклорных обрядов, которые были связаны именно с трудящимися людьми, с ремесленниками, с горожанами. И это очень интересно все. Но, естественно, не поэтому 1 мая отмечается этот день, а потому что уже в XIX веке очень часто, опираясь на эту старинную традицию, 1 мая или где-то в ближайшие к нему дни устраивались выступления, маевки, как говорили в России, демонстрации в защиту прав трудящихся. И в 1886 году в Чикаго была большая демонстрация, которая была разогнана. Там были жертвы, потом были волнения, потом было арестовано несколько анархистов, которых обвинили в этих волнениях, и несколько человек было повешено. Вот в память об этих событиях потом стали отмечать День труда, праздник труда. И, конечно, не случайно он воспринимался как День солидарности. Понятно, что в советское время все это было искажено совершенно, но идея-то очень неплоха. Что касается обсуждения работы мечты, я думаю, что ребята с большой радостью вступят в эту беседу и будут говорить о том, как они хотят зарабатывать много денег, или на работу ходить раз в неделю, или что-нибудь еще в этом роде. Но уже мы про это говорили. Как можно нормально обсуждать работу мечты в стране, где нормальной работы нет, где нет возможности работать по-настоящему, откуда уходит бизнес, откуда уходят капиталы, с которой не хотят работать иностранные компании. Это все как-то настолько не к месту сейчас вот это обсуждение. Другая вещь. Насколько нормальными являются условия труда на самых разных уровнях, на предприятиях, в офисах, в бизнесе. Вот как устроен труд? Существует такая вещь, как трудовое законодательство, которое соблюдается
так-сяк. И, судя по опросам, ни работодатели, ни работники не выражают особого удовольствия. И как резонно отметил один эксперт, что интересы работодателей и работников расходятся. Опросы показывают, что работодатели говорят: да нет, там все законы в их пользу, а работники, наоборот, да, конечно, все в пользу хозяев. Там, где есть конфликты, они должны каким-то цивилизованным образом разрешаться. Существует арбитражный суд, существует гражданское законодательство. В стране, где нормального судопроизводства нет, об этом очень трудно рассуждать. Ну, какие у нас есть данные? Газета «Ведомости» несколько лет назад опросила разных специалистов по условиям труда. Вот один из них говорит, что большинство изменений в Трудовом кодексе носят косметический характер и не изменили положение работников. По-прежнему есть уязвимые места. Ну, он там приводит пример. Нельзя сразу много работников сократить, но можно часть из них перевести в какие-то другие отрасли, а оставшихся быстренько погнать. Если работодателю необходимо сократить 10 из 50 работников одного подразделения, он может создать новые должности внутри компании, перевести на них 40 сотрудников, а затем сократить 10 ненужных или неугодных работников. Оспорить такие решения в суде невозможно, потому что они не нарушают законодательство. Большие проблемы с индексацией зарплаты, которые должны регулярно проходить, но фактически это происходит только на государственных предприятиях, а частные тем или иным способом это игнорируют. Дальше. Опять эксперты сказали «Ведомостям», что за последнее время расширились основания для одностороннего расторжения трудового договора. Ну, то есть, попросту говоря, для того, чтобы человека выгнать на улицу. Аттестация рабочих мест заменена специальной оценкой условий труда. Звучит так красиво и внушительно. Что говорят эксперты? После введения новой процедуры часть рабочих мест, прежде считавшихся вредными, были признаны оптимальными или допустимыми для работы. А вот что это значит? Это значит, что люди не получают доплат, люди не получают лишних дней отпуска, хотя работа-то осталась той же самой, никто не попытался ее улучшить. И, к сожалению, мы видели это во время ковида, когда врачи, героически работавшие в красной зоне, наверное, многие из вас видели фотографии врачей, которые выходят, снимают эти костюмы после 12 часов работы в них, да, когда у них очки эти врезались прямо в лицо. А потом оказалось, что все эти обещанные доплаты выплачивают неохотно, выплачивают не всем. Начинался какой-то мухлёж, а вот этот пациент мы не понимаем, это вот он ковидный был или нет, и так далее, и так далее. И очень многие не получали этих доплат. Надеюсь, что в конце концов эти конфликты закончились нормально, но, к сожалению, не могу быть в этом уверена. И ясно, что в других, может быть, менее острых, менее значимых ситуациях такие вещи вообще потихонечку проходят. Да что там вредно, ничего не вредно, иди работай. Под маркой ковида резко ухудшились условия работы вахтовиков. А вообще очень большой процент населения во многих местах, где нет работы, мужчины работают вахтовым способом, уезжая, скажем, на месяц, потом возвращаясь. Во время ковида решили, что это распространение заразы, пусть вахта длится 6 месяцев. И так как-то, как я понимаю, это и осталось во многих местах. А вообще-то вахта 6 месяцев или вахта месяц – это очень большая разница, сколько ты отсутствуешь. Но это частности. В целом, конечно, ситуация с попытками защитить себя на рабочем месте очень-очень нездоровая. Наверное, сильнее всего это видно на примере одной из самых уязвимых групп в нашем обществе, а именно мигрантов, которых, во-первых, совершенно необоснованно обвиняют в том, что они отнимают рабочие места у коренных жителей. Хотя на самом деле они, конечно, в основном занимают те сферы, куда не идут коренные жители. Вот это стало очень хорошо видно в начале пандемии, когда на какое-то время все дворники исчезли, мигранты вот стали уезжать или кого-то не впускали обратно. Вообще-то без работы тысяч мигрантов жизнь в России остановится.
При этом мы знаем, в каких ужасающих условиях они живут, как их обманывают, как их обсчитывают, как их вынуждают работать за ничтожную зарплату. А деться им некуда, и никто их не защищает. Как с ними обращается полиция, как на них смотрят местные жители. Сегодня, после ужасного теракта в Крокус-Сити-Холле, в разных городах России зафиксирован резкий взлет мигрантофобии, нападений на мигрантов, националистических высказываний, омерзительных оскорблений. Ну, я даже не говорю о том, что это вот такое вот отвратительное проявление древнего представления о коллективной ответственности, что если какие-то граждане Таджикистана, видите ли, участвовали в теракте, значит, надо на всех таджиков, а иногда и не только на таджиков. Вот ужасно я прочитала новость о том, как на женщину из Якутии какие-то националисты в метро нападали, оскорбляли ее. И, конечно, никто не заступился, ни пассажиры, ни сотрудники метро. Если вернуться к проблеме труда, то ужасающая история, которая не так давно произошла, когда парень, которому был 21 год, и он работал курьером в Яндексе, умер после 12-часовой смены, вы можете сказать, ну, при чем тут 12? О, много кто работает 12 часов, а у него сердце было больное. Может быть, хотя молодой мальчик, 21 год, но это ненормально. И те условия труда, в которых находятся иммигранты, да и не только мигранты, очень часто ненормальны. И вот здесь другая проблема. Это можно изменить только если есть возможность законными, нормальными способами с этим бороться. Уже больше 2 лет назад была сделана попытка защитить права курьеров. Курьер, уроженец Дагестана, российский гражданин Саид Шамхалов и левый активист Кирилл Украинцев создали профсоюз «Курьер» и стали пытаться защищать права курьеров. Как же их преследовали, как им не давали ничего делать, как их оскорбляли, как Украинцева задерживали несколько раз за какую-то там якобы организацию незаконных митингов, еще за что-то, а потом ему уже грозила уголовка, вот по этой знаменитой, печально знаменитой Дадинской статье. У него уже было несколько административок, после чего его бросили в СИЗО. Шамхалову угрожали постоянно. В СИЗО сидел Украинцев, его судили. И вообще-то ему вынесли обвинительный приговор, но, к счастью, время пребывания в СИЗО было засчитано, и он вышел на свободу. Но это же ужасающая история. Это история о том, как люди пытаются создать профсоюз, а профсоюзы – это не места, где путевки выдают. Профсоюзы – это организации, которые должны защищать работников. И на независимые профсоюзы, так же, как и на любые другие независимые общественные организации, идет наступление. Пока эта ситуация будет сохраняться, любые разговоры о том, что труд крут, могут вызвать только печальную усмешку. Труд крут в той ситуации, когда, во-первых, человек выбирает себе работу, потому что она ему интересна, а не потому, что другой нет. Или не потому, что вот эта работа единственная, на которой можно что-то заработать. Когда можно нормальными цивилизованными способами защищать свои права, например, обращаться в суд, и суд будет справедливым и независимым. Когда существуют свободные профсоюзы, не те профсоюзы, которые являются частью государственной системы, а действительно свободное объединение людей. И когда, что тоже немаловажно, существует взаимное уважение работников и работодателей. Да, я знаю, не везде в мире, далеко не везде, в свободном мире тоже складываются такие условия. Но это то, к чему надо стремиться. И сегодня в классе, конечно, можно для затравки обсудить работу мечты. Это хороший способ всех разогреть. А дальше я бы обсуждала с ребятами, какие должны быть человеческие условия на рабочем месте. Кстати, это касается их рабочего места, школы тоже. Как добиваться своих прав, как защищать свои права, что делать, если тебя сократили. И вот такие вопросы, которые вообще-то им пригодятся во взрослой жизни. И это, наверное, был бы действительно разговор о важном. Спасибо всем, кто меня слушал. Рассчитываю на ваши лайки, на ваши репосты. Подписывайтесь на мои социальные сети. Будем разговаривать дальше.
Удачи вам в разговорах о важном и хорошей недели!